Сегодня мы готовим баварский торт-пирог с яблоками. Этот торт не только вкусный десерт, но и безграничный полет фантазий для каждого, кто любит готовить. Ведь меняя начинку, можно каждый раз получать новый вкус торта. Яблоки можно приготовить как в штруделе с сухофруктами, кокосом, корицей, а можно вовсе заменить на густой джем из черники или абрикоса. В общем, экспериментируйте. Если убрать время на остывание продуктов, то готовится он не так уж и долго. Из простых и доступных продуктов. Рекомендую к приготовлению. Для начинки нам понадобится 1 кг яблок, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки воды. Для теста возьмем 390 г муки, 200 г сливочного масла, пол чайной ложки соды, 1 столовая ложка уксуса, 2 столовые ложки сметаны. Для крема возьмем пол-литра молока, 2 яйца, 180 г сахара, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка ванильного сахара и 200 г сливочного масла. Для подсыпки нам понадобится 150-200 г грецких орехов. Муку просеиваем, масло достаем из холодильника заранее, оно должно быть комнатной температуры. Яблоки для этого рецепта подойдут абсолютно любые. Первым делом займемся яблоками. Их необходимо очистить и нарезать небольшими дольками. В кастрюлю с толстым дном добавляем 4 столовые ложки воды, нарезанные дольками яблоки и 4 столовые ложки сахара. Накрываем кастрюлю крышкой и на медленном огне тушим их после закипания еще минут 15-20. Они должны стать мягкими и слегка поменять цвет. Протушенные яблоки откидываем на сито и даем всей лишней жидкости стечь. Яблоки должны полностью остыть или быть слегка теплыми. Займемся приготовлением крема. Для этого в отдельной глубокой миске взбиваем 2 яйца миксером. Добавляем к яйцам 180 г сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Продолжаем взбивать миксером. Высыпаем 2 столовые ложки муки, слегка перемешиваем. Выливаем небольшими порциями пол-литра молока. Взбиваем миксером до однородности. Крем можно отправлять на огонь. Быстрее всего такой заварной крем готовить не на водяной бане, а на сковородке с толстым дном. Главное условие – постоянное помешивание. Огонь делаем ниже среднего и постоянно силиконовой лопаткой помешиваем крем так, чтобы он не приставал ко дну и бокам. Буквально через несколько минут крем начнет заметно густеть. Убавляем огонь до минимума и постоянно перемешивая варим еще несколько минут. Он должен получиться густым, оставлять следы от лопатки, как на видео. Готовый крем перекладываем в глубокую миску для остывания. Пока остывает заварной крем, в глубокой миске необходимо взбить 200 г сливочного масла комнатной температуры. Взбиваем миксером до бела 2-3 минуты. Остывший заварной крем маленькими порциями вводим в масло, не прекращая взбивать. Очень важно, чтобы он был комнатной температуры, как и масло. Крем должен получиться густым и пышным. Теперь приступим к приготовлению теста. В глубокой миске смешиваем 390 г просеянной муки, 200 г сливочное масло комнатной температуры. Руками вымешиваем муку и масло вот в такую крошку. Добавляем 2 столовые ложки сметаны. В стакане гасим 1 чайную ложку соды с 1 столовой ложкой 9% уксуса. Выливаем их в тесто. Собираем тесто в кучу. Долго вымешивать пока ничего не нужно. Главное собрать все продукты вместе. Оставляем тесто отдыхать на 5 минут. Через 5 минут возвращаемся снова к нашему тесту. Его необходимо вымесить руками 3-5 минут. За это время оно станет однородным и эластичным. Затем скатываем тесто в длинный пласт и нарезаем на 9 одинаковых кусочков. Каждый кусочек теста с помощью скалки раскатываем в вытянутый прямоугольник. Сбоку выкладываем небольшой слой яблочной начинки, но она не должна касаться краев прямоугольника. Защипываем каждый край руками и подравниваем с помощью линейки или скребка. Если тесто вдруг немножко порвется, ничего страшного. Начинка во время выпекания никуда не убежит. Готовые прямоугольники выкладываем на противень с пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 20 минут. Не ждем сильного зарумянивания, достаточно, чтобы низ слегка подрумянился.
Готовым прямоугольникам даем полностью остыть и только затем выкладываем на тарелку с плоским дном 3 прямоугольника и обильно смазываем их заварным кремом. Затем сверху выкладываем следующие 3 прямоугольника и снова смазываем кремом. Верх и бока также обильно смазываем кремом. Если крем норовит убежать, то поставим его на 10-15 минут в холодильник, так с ним будет легче работать. Яблоки прекрасно сочетаются с орехами, поэтому посыпаем ими торт щедро. Уже сформированный торт-пирог отправляем в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь. Торт должен хорошо пропитаться. Готовый торт в разрезе очень похож на торт «Монастырская изба». За счет заварного крема торт получается хорошо пропитанным, очень нежным и безумно вкусным. Вкусные рецепты для хороших людей. Приятного аппетита!